Дорога плавно плыла мне навстречу. Стремительным прыжком запрыгивала под капот и через секунду выныривала в зеркале заднего вида. Недавно мне пришлось бросить старую работу. Не стану подробно описывать, в чем она заключалась, но прибыль давала хорошую. Не все из того, что я делал, было законно, но, как говорят, первое правило бизнеса гласит, что прибыль прямо пропорциональна рискам. Хочешь хорошо заработать, изволь рисковать. Я из тех, кто способен на риск. И что немаловажно, я из тех, кто умеет вовремя остановиться, вывести прибыль и раствориться в утреннем тумане. Прежде чем отпраздновать очередную успешную аферу, мне оставалось выполнить несколько технических действий. В тумане надо именно раствориться, не оставив следов. Моя жизнь выглядит как прыжки из прошлого в будущее. Резко обрываешь связи с прошлым, садишься в машину или в самолет и забрасываешь себя в новую локацию. Когда все прошло успешно, концы зачищены, прибыль подсчитана, и ты отправляешься в последнее свое путешествие к новому месту обитания, это самый фантастический момент жизни. Эти ощущения невозможно передать в словах, их надо пережить. Внутренний подъем, который можно охарактеризовать словом эйфория. Почти наркотическое возбуждение. Внутренняя энергия рвется наружу. В этот момент ты любишь мир, любишь всех людей, любишь природу, любишь дорогу, которая летит тебе навстречу. Хочется раскинуть руки и обнять космос. Не передать это в словах. Я ехал по небольшой грунтовой дороге. Она пробиралась через лес, много виляла, словно путая следы. Прямо как вся моя жизнь. Это был тот самый момент, когда я дышал полными легкими, когда я пребывал на вершине блаженства. Маршрут моего движения был спланирован заранее. Эта дорога удачно связывала две крупные трассы. По одной я выехал из города, мне надо было попасть на другую, по которой я въеду в следующий город, чтобы там развернуть свою новую деятельность. Дорожка мне это очень понравилась. Хорошо накатанная, посыпанная песком и гравием. Машина идет по ней словно лодочка. Справа и слева от меня возвышается девственный лес. Тяжелые стволы встречают мой взгляд своим величием и благосклонно машут мне своими изогнутыми ветвями. Я отвечаю им легкой, самодовольной ухмылкой. Я не понял, откуда она взялась. Едва успел перебросить ногу с педали газа на педаль тормоза. Широкие колеса моего внедорожника зарылись в песчаное покрытие дороги. Я неосознанно чертыхнулся. Поначалу я поразился своей реакцией. Следующей мыслью было, откуда она взялась на дороге. Я ехал не быстро. Эта дорога не позволяла набрать большую скорость. Я крутил головой из стороны в сторону. Внимание мое притупилось, конечно, но не настолько, чтобы не заметить человека. Всерьез поразмыслить, откуда взялась женщина на дороге, я не успел. Она обошла машину и оказалась рядом с моей дверцей. Было ясно, что она ждет, когда я опущу стекло. Я не стал заставлять ждать пожилую женщину. С тихим гудением стекло опустилось. «Опасно так ходить по дороге», — сказал я. Она не ответила. Как мне показалось, она внимательно меня изучала. Не знаю, чем я заинтересовал ее, но и она привлекла мое внимание. Испуг возможного ДТП быстро прошел, сменившись любопытством. Женщина выглядела довольно колоритно. Сухое морщинистое лицо, глаза посажены глубоко. От этого возникало ощущение, что она смотрит из-под лобья. Хотя она смотрела прямо, даже слегка запрокинув голову. Если вдуматься, то она скорее сверху вниз смотрела, но при этом было полное ощущение, что взгляд ее идет из-под бровей. Густых, черных, неухоженных. Кожа белая, даже можно сказать какая-то серая. Под губой бородавка, из которой торчат несколько прямых жестких волос. На голове у нее был платок, из-под которого выбилось несколько прядей темных с проседью волос. Старушенция как старушенция. А в молодости, скорее всего, была красавицей. Лицо продолговатое, скуластое, прямой с горбинкой хищный нос. Сразу ясно, сельская жительница. Когда она говорила, то широко открывала рот, в котором можно было увидеть лишь два сохранившихся зуба. Ее это нисколько не смущало. «Заблудился, милок?» – спросила меня старуха. «Да вроде нет», – ответил я. «Тут многие плутают», – сообщила мне старуха.
Я поймал себя на том, что взгляд у этой женщины прямой и, можно сказать, жесткий. Говорила она мягким голосом, но смотрела прямо, почти не мигая. Иному бизнес-менеджеру поучиться такому взгляду. Людям с таким взглядом веришь. Я не заплутаю. Так ты ж, милок, прямо едешь, а тебе надо налево. Мне надо прямо. Да как же прямо? Налево тебе надо. Этот спор показался мне бессмысленным, и я замолчал. Я прекрасно знал, куда мне ехать. Для этого у меня есть навигатор. И для этого я несколько часов сидел над картой, когда планировал свой маршрут. Она словно мысли мои прочитала и сказала: «Тут многие ездят по своим этим, как их там, навигаторам, а потом их с собаками по лесу ищут. И у них этот, как его, бензин кончается, они машину бросают, и их потом по лесу с собаками ищут. А собаки бегают, лают, никакого покоя людям нет». И что, много так людей заблудилось? Да уж знамо дело, заблудились. Ну их хотя бы находят потом? Ищут, по лесу с собаками ходят. Она повернула голову и кинула рукой по ходу моего движения. Поедешь туда, будут тебя по лесу с собаками искать. Ну а куда же мне надо ехать? Спросил я больше из вежливости. Хотя, надо признаться, ее истории о заблудившихся людях поселили в моей душе тревогу. Маршрут я выбирал по карте, а, как говорит пословица, ровно было на бумаге, а пришли одни овраги. Может, на карте дорогу проложили, а она возьмет и где-нибудь оборвется. В таких ситуациях мне бывать приходилось. Размоет ее где-нибудь в середине, вот и все. Была дорога и нет дороги. А кому надо ее восстанавливать? Грунтовка какая-то через лес, которая никому не нужна. Сказали строителям построить, они построили. А забудут им сказать починить, так они и не починят. Тебе, милок, налево надо ехать. И куда я там попаду? Туда же и попадешь, куда ехал. Это короткая дорога. Ее нет на карте, задумчиво сказал я. Прямо ехать долго. И этих, милок, как их там, заправок нет. Бензин твой кончится, и будут тебя с собаками искать по лесу. А налево дорога короткая, быстро приедешь туда, куда тебе надо. Я машинально перевел взгляд на датчик топлива. Физически почувствовал, как вытянулось мое лицо. Это было странно. Я заправлял полный бак, не мог же я забыть. Но стрелка уже начинала подходить к красной зоне. На этой дороге экономичную скорость не выберешь, ехать приходится медленно. Это дает перерасход топлива. Получалось так, что старуха была права. И все же я свел брови. У меня было полное ощущение, что я заправлялся перед дорогой. Не мог я потратить так много горючего. Я медленно перевел взгляд обратно на свою собеседницу. «А если я поеду налево, там есть заправка?» «Там, милок, все есть. И заправка есть, и ночлег найдешь. Там все, что тебе нужно». Надо сказать, заставила меня старуха задуматься. Ехать, как было запланировано, гарантированно закончится бензин. Налево я дорогу не знал, но если бабка не врет, а чего бы ей врать, по крайней мере заправлюсь там. Ехать обратно мне не хотелось. Да и проехал я уже много. Скорее всего, если ехать в обратную сторону, то бензина мне также не хватит до ближайшей заправки. Получалось, что остается только один вариант. «Ты, милок, думаешь, не обманет ли тебя старуха?» Она вперила в меня внимательный взгляд. «А зачем мне тебя обманывать? Тут и обманывать нечего. Прямо поедешь – не доедешь. И назад поедешь – не доедешь. Придется тебе машину бросать, а машина твоя, как я посмотрю, большая, дорогая, наверное. Не для того ты на нее денежки зарабатывал, чтобы бросить в лесу. Поедешь налево, сохранишь машину, сохранишь свои денежки. Слушай бабу, баба тебе дело говорит». И тут она засмеялась, неожиданно громко, широко разинув свой беззубый рот. Буквально зашлась от хохота. Скрипучий, тонкий и пронзительный был у нее смех. Нахохотавшись вдоволь, она захлопнула свой рот и подытожила очевидную истину. «Слушай бабу, бабушка хорошая, злого не посоветует, езжай налево, милок. Вмиг доберешься туда, куда тебе надо, а то будут тебя потом с собаками искать. Есть хоть кому тебя искать-то?» Я задумчиво кивнул, отпустил педаль тормоза и нажал акселератор. Машина плавно тронулась, утробно загудев мощным двигателем.
У перекрестка я притормозил, почему-то не хотелось мне ехать налево. Я понимал, что это единственный вариант, но мне не хотелось. Я кинул короткий взгляд в зеркало. Бабка смотрела мне вслед. Стояла и ждала, какой выбор я сделаю. Наверное, это меня и подтолкнуло выкрутить руль и двинуться по узкой заросшей травой дорожке. Не хотелось размышлять на глазах у бабки. Странная она какая-то, с ума, наверное, уже сошла в этом лесу. Я отвернулся от зеркала и прибавил скорость. Об этом повороте я пожалел уже через 10 минут. Как только лес вокруг меня начал сдвигаться, дорога становилась все уже, да и вообще перестала быть похожей на дорогу, я подумал о том, что есть смысл развернуться и поехать обратно. Я решил сделать это, как только попадется место, которое позволит мне маневр разворота. Это была моя вторая ошибка. Чем дальше я забирался в чащу, тем очевиднее становилось, что место для разворота найти мне не удастся. Дорога становилась уже. Ее даже различить было сложно. Деревья справа и слева проползали рядом с дверями машины. Их ветви скребли по полировке. Ни о какой скорости движения уже не шла речь. Я крался на первой передаче, протискиваясь между стволов. В этот момент мою голову второй раз посетила мысль, что пора двигаться в обратную сторону. Но сделать это было возможно лишь задним ходом. А учитывая, как выглядела эта дорога, что я и передом еле протискивался в некоторых местах между деревьями, вряд ли мне удалось бы вернуться, не помяв машину. Единственное, в чем бабка была абсолютно права, это то, что машина моя была не из дешевых. Land Cruiser 200, машина дорогая. Если и разбивать ее, то точно не деревья этого треклятого дьявольского леса. Такую машину расцарапать о дерево даже как-то унизительно. Третий раз я подумал о том, что надо возвращаться, когда понял, что первое, начало смеркаться, второе, что я еду не по дороге. Обычный грунт, присыпанный сухой хвоей. Деревья надвигались не только справа и слева, но иной раз стволы стояли прямо передо мной, и их приходилось объезжать. На своем громадном внедорожнике я ехал по лесу, без дороги и без понимания, куда меня это приведет. При этом развернуться все равно не было возможности. Деревья стояли слишком близко. Я судорожно искал взглядом место, где можно было бы покрутиться между деревьями, но таких мест мне не попадалось. Я ехал не по дороге, а куда меня пропускали деревья. Как долго это могло продолжаться, я не представлял. Датчик топлива уже начал моргать. На фоне стремительно темнеющего леса это раздражало особенно сильно. Нет таких слов в ненормативной лексике, какими я не поминал бабку. Каких только эпитетов я ей не навесил, с какими демоническими силами не проассоциировал. Я уже не строил планов, плыл по течению, которое устроили мне деревья этого леса. Чувство беспомощности наполняло мое тело. Датчики давно среагировали на стремительно спускающуюся темноту и включили фары. Меня подбрасывало на корнях, машина то взвывала, то облегченно вздыхала, оседая в мягкий грунт. И вдруг мне показалось, что свет фар провалился. До этого он высвечивал лишь темно-коричневую стену из стволов деревьев. И вдруг ее разорвало. Среди деревьев появился просвет. Я аж глаза прикрыл от облегчения, даже газу прибавил. Через пару минут моя машина выкатилась из леса и остановилась, угрюмо качнув капотом. Я прибыл в цивилизацию. Если, конечно, то, что предстало моим глазам, можно было так назвать. Впрочем, после леса позади можно. Я стоял на возвышенности, глядя вниз, где в сером сумраке вырисовывались несколько строений маленького поселка. Буквально несколько домов. Справа на небольшой возвышенности виднелись старые покосившиеся деревянные кресты кладбища. В одном из зданий, похожем на административное, горел свет. Я шумно выдохнул и прикрыл глаза от радости. То подобие дороги, которое осталось у меня за спиной, вряд ли было единственным выходом из этого места. По крайней мере, какая-то дорога еще здесь должна быть, в то время как снаружи на меня наступала ночь, изнутри давило счастьем облегчение. Я даже мысленно извинился перед бабкой, которую нещадно материл последние несколько минут. Похоже, она не обманула, разве что представление о дорогах у нас разное.
Я не стал тянуть и покатился вниз. Дом, в котором горел свет, оказался одноэтажным строением, напоминающим барак. Дом в один этаж, с небольшим каменным крыльцом и навесом. Длинный, окон в 10. Я был уверен, что это сельская администрация. Окна маленькие, грязные, ничего внутри разобрать было невозможно. Горело только одно из них, такое же непроницаемое, как и остальные. Я выключил двигатель и вышел из машины. На входной двери была прибита какая-то табличка. Я не успел прочесть, что на ней написано, потому что едва я подошел, дверь распахнулась мне навстречу. В дверном проеме появился невысокий мужичок. От неожиданности я остановился и не сразу нашел слова, подходящие для этой встречи. Замялся что-то, пробубнил про старуху на дороге, про отсутствие бензина и про то, что мне нужно найти выезд отсюда. Закончил тем, что, похоже, заблудился. Мужчина слушал меня спокойно. Его поначалу равнодушное лицо оживилось. Это оживление выглядело немного жутковато. Вид этот мужичок имел деревенского пьяницы. Перебитый в какой-то пьяной драке нос, но самое заметное в его внешности было связано не с этим. У него когда-то сильно была разорвана щека, что можно было понять по оставшемуся шраму. Травма была сильной и перебила лицевые мышцы, отчего каждая его эмоция приводила к несимметричному перекашиванию лица. Казалось, он брезгливо морщится. «Понятно», — сказал он. Я замолчал и ждал продолжения. Мужичок не заставил ждать долго. Он начал говорить четко и внятно, словно готовил этот текст заранее. «Очень хорошо, что ты сюда приехал», — к невероятному моему удивлению сообщил он. «Хорошо? Просто замечательно». Я свел брови, на это у меня не было ответа. «Это большая удача». «Не уверен», — тихо промямлил я. «Я на дежурстве, не могу отлучаться». «Понимаю». «А мне срочно надо ехать». «Ясно». «Подмени меня на этом дежурстве». Я вновь не нашелся, что на это сказать. Похоже, мужичок заметил, что некоторые его высказывания ставят меня в тупик. Он думал не очень долго. Взгляд на миг затуманился и тут же рассеялся, его глаза блеснули. Снимая напряжение, он воскликнул: «Чай хочешь?» «Чай?» «Да, пошли заварю тебе чай, и заодно все обсудим». «Да мне просто найти бы дорогу отсюда». «Все сейчас тебе объясню, тут есть небольшие сложности с дорогой». «Сложности?» «Давай по чайку». «Ну давай». Он посторонился, спиной удерживая дверь, пропуская меня вперед. Я прошел, он вошел следом и тут же, обогнав меня, стал показывать дорогу. Увлеченная пружиной, громко хлопнула входная дверь. Мы прошли в темный холл. Еще одна дверь, и вот мы в слабо освещенном коридоре. Здесь было всего 2 лампы. Одна в середине коридора, прикрепленная к стене под потолком, круглая, облепленная паутиной и дохлыми мошками. Вторая лампа без плафона светила в конце коридора. Мы прошли буквально несколько шагов, мужичок толкнул дверь, и мы оказались в аккуратном, сравнительно уютном кабинете. Естественно, это не был кабинет городского офиса. Кривые, посеревшие от времени стены, обклеенные местами отслоившимися серыми в цветочек обоями. Маленькое, словно покосившееся, но это ощущение могло возникнуть из-за кривых пропорций самой комнаты, окошко. На большом деревянном подоконнике горшок с засохшим цветком. Пара запыленных скрепок, какие-то пластиковые детали, в углу несколько толстых папок с бумагами. При входе шкаф, в котором несколько полок заняты книгами и папками. У окна небольшая печка-буржуйка с выведенной в форточку трубой. По левой руке за шкафом холодильник. Маленький, толстый, такой же серый, как и обои. Набор всей этой заскорузлости облагораживал лишь офисный стол, стоявший слева от окна напротив печки. На столе старая с металлическим плафоном лампа. Небольшой набор канцелярии, скрепки, ручки и карандаши в стакане. Расползающаяся стопка неаккуратно сложенных бумаг. В стене справа был дверной проем, но им не пользовались, о чем легко можно было догадаться, учитывая, что перед дверью стоял старый продавленный топчан. В углу между топчаном и стеной в неопрятную кучу были свалены несколько старых дисковых телефонов. Один их брат все еще восседал на рабочем столе, хотя вряд ли можно было предположить наличие здесь телефонной связи.
Мужичок двигался быстро. Его движения можно было бы даже назвать импульсивными, но одновременно ему удавалось и быть плавным в своих движениях. Он прошел по кабинету к окну, стремительно развернулся, посмотрел мне в глаза. Он приоткрыл рот, что-то хотел сказать, взмахнул руками, но говорить передумал. Резко посмотрел на топчан, сделал к нему пару шагов. Тут же развернулся и подошел к холодильнику. Указал на него рукой. Параллельно он что-то бубнил себе под нос, вроде как комментируя данную экскурсию, вновь посмотрел на меня. «Там в шкафу на полке чай», – он указал на шкаф слева от меня. «Ясно», – неуверенно протянул я. «В холодильнике есть кое-какая еда». «Понятно». «Развлечений здесь не особо много, можно почитать бумаги, журнал». «А заправка здесь есть поблизости», – напомнил я о причине своего появления. «Заправка?» «Мне машину надо заправить. Я, честно говоря, тороплюсь». «А, — протянул он, — конечно, я понимаю». «Далеко заправка?» «Заправка далеко». Его тон изменился, теперь он отвечал на вопросы вынужденно, без раздражения, но выглядело так, что он делает одолжение, что эти вопросы не имеют большого значения. Я начал думать, что у него не все в порядке с головой. Какие-то чаи мне предлагает, рассказывает про топчан, про свой старый холодильник. Внезапно на улице громыхнуло. Мужичок вздрогнул. Раскат далекого грома явно напугал его. Но удивительно было не это, а то, что он силился скрыть свой испуг. Мне даже показалось, что еще больше он испугался именно, что я замечу, как он вздрогнул. Он посмотрел мне в глаза и даже затаил дыхание. «Гром». «Да». «Будет гроза». «Будет». «Подскажешь, как добраться до заправки?» «Нет». Я свел брови. Он поспешил поправиться. «Покажу, но сейчас ехать нельзя, уже начинается». Он как-то таинственно замолчал и прикусил губу. «Дождь?» Он поднял на меня глаза и некоторое время смотрел молча. Он не изучал меня, взгляд был пустой. Он о чем-то задумался. «Я лучше пойду», – заключил я и начал поворачиваться к двери. «Нет!» – почти выкрикнул мужичок. «Нет!» – он совладал с собой, замахал руками. «Сейчас ехать нельзя, будет дождь, дорогу размоет, и дорога такая, что надо показывать, куда ехать. Ты один заблудишься, здесь много дорог, ответвлений, ночью, во время дождя. Останешься и без машины, и без бензина, и снова сюда вернешься. Лучше переждать непогоду. А мне надо идти по делу, ты меня здесь подменишь, я через часок вернусь. И, может быть, бензин для тебя раздобуду. По-другому тут никак не получится». «А где ты бензин-то возьмешь?» Тут он, мне показалось, посмотрел на меня удивленно. «Здесь есть все», – тихо и как-то глухо сказал он. «Всему свое время». Он замолчал и стоял, глядя на меня испытующе. Внимательно ловил каждое мое движение. Было ясно, что он ждет моего решения. Я согласно кивнул. «Час?» «Да», – он радостно замахал руками. Несколько раз повторил, что постарается вернуться как можно быстрее. Потом затих, опустил глаза, заметно осунулся. Кожа у него была бледная, узкие плечи, неряшливые волосы. Он медленно поднял глаза, посмотрел на меня из-под лобья и спросил: «Так я пойду?» Прозвучало тихо и по-детски наивно. «Постарайся побыстрее». Он не ответил, пошел к выходу. Я автоматически последовал за ним. Так молча мы и вышли на улицу. Спустившись с крыльца, он вышел на дорогу, на миг остановился, оглянулся, молча посмотрел на меня. Отвернул голову, еще несколько секунд стоял неподвижно. Он как-то осел, опустил голову, руки повисли вдоль тела. По дороге он пошел медленно и, как мне показалось, неохотно. Странный мужичок. Этот вечер прилично издергал мне нервы. Я тряхнул головой, провел ладонью по лицу. Секунда размышлений, и по своему обыкновению я легко нашел положительные стороны всего происходящего. Странная старуха на дороге, ветки, царапающие в лесу полировку дорогой машины. Мужик этот странный. Кого угодно такой набор событий выведет из равновесия. Но в моем случае ситуация другая. Я не особенно куда-то тороплюсь. Все эти злоключения не более чем забавное приключение. Я планировал добраться в другой город и начать новую жизнь. Но вместо этого добрался до этого лесного поселка. Здесь я жизнь начинать не собираюсь, а вот посмотреть, как иные люди живут, даже любопытно. Я глубоко вздохнул и обернулся. Хотел коротко глянуть на здание, из которого вышел, и пойти прогуляться по поселку, осмотреться.
Но как обернулся, так и замер. Вывеска, которую поначалу я не успел рассмотреть, так как двери распахнул таинственный мужичок, сейчас оказалась перед моими глазами. И надо сказать, она произвела впечатление. Вывеска старая, поблекшая, на углах подернутая паутиной, с золотыми буквами на красном фоне было выведено «Морг». Я поднял брови и с минуту смотрел на вывеску неотрывно. Воистину вечер сюрпризов. В голове моей пролетело несколько вариантов. Во-первых, морг предполагает хранение трупов. Соответственно, во-вторых, чтобы появились трупы, должны быть где-то живые. Но из живых за последние пару часов я видел только сгорбленную бабку у дороги и сотрудника данного конкретного заведения. Возможно, морг заброшен, хотя это странно, зачем тогда в нем дежурит этот сотрудник? Значит, живые где-то есть. Я покрутил головой. Поселок очень был похож на заброшенный. Сейчас я обратил внимание на одну странность. Даже в заброшенном поселке бывает хоть одна собака. Я прислушался. Не то что собачьего лая, не было слышно абсолютно ничего. Полная тишина окружала меня. Я поднял глаза в сторону леса. Из леса должны доноситься хоть какие-то звуки. Но и этого не было. Я поднял глаза еще выше, посмотрел на небо. Вроде должен был быть дождь. Я же отчетливо слышал раскаты грома. Но небо было сравнительно чистым. Лишь широкий холодный диск луны смотрел на меня равнодушным взглядом. Пара рваных облачков вокруг и все. Я удивленно скривил рот, пожал плечами и решил прогуляться. Взял из машины пачку сигарет, прикурил одну и пошел вдоль дороги. Мое предположение подтвердилось, поселок был заброшен. В посеребренной луной тьме дома выглядели лучше, чем при близком рассмотрении. Когда я к ним приближался, от них начинало тянуть унынием и мрачным покоем. Это были даже не дома, только стены, окна без стекол, осевшие местами провалившиеся крыши. Живых здесь не было. Оставалось сделать вывод, что поселок не обладал необходимым ресурсом для обеспечения работой морга. По крайней мере, этот ресурс он давно выработал. Можно предположить, что этот морг мог обслуживать какие-нибудь лесные делянки. Если здесь где-нибудь рубят лес, то морг могли сохранить на случай гибели рабочего. С одной стороны логично, но с другой стороны выглядело как-то странно. При таком варианте я бы понял обнаружить здесь медицинский центр, какой-никакой пункт травматологии. Возможно, дополненный моргом. Но поддерживать жизнь только в морге – это странно. Что бы ни случилось с рабочими, что же их без пересадки сразу в морг тащат? Или ввиду отсутствия лечебного учреждения добивают? Получалась какая-то ерунда. Я дошел до конца поселка. Дорога изгибалась и ныряла в лесную чащу. Узкая одноколейка, даже без насыпи. Обычная протоптанная в грунте колея. Поросшая травой, но все же различимая в лунном свете. Я затянулся последний раз сигаретой и выбросил окурок. Надо ждать мужичка. Я вернулся к моргу, решил обследовать это здание, так как мне стало любопытно его назначение. Хранение трупов в предлагаемых обстоятельствах маловероятно. Оказавшись в коридоре, я не стал заходить в кабинет, а решил заглянуть в остальные помещения. Слева было только две двери. Одна напротив кабинета. Я заглянул, это была хозяйственная каморка. Без особого порядка в ней валялись швабры, тряпки, ведра и прочий хлам. Я пошел дальше. По правой стороне, кроме двери кабинета, было еще две двери. Но сначала я решил обследовать левую сторону. Дальняя дверь отличалась от всех остальных, она была большая, широкая, оббитая железом. На уровне лица в ней было смотровое окошко. Небольшая прямоугольная дырка с прозрачным пластиковым стеклом. Я заглянул. Внутри ничего нельзя было разобрать, только темнота. Я отстранился, взялся за ручку. Второй рукой отодвинул тяжелую задвижку и потянул дверь. Принюхался. Воздух в комнате был сырой, затхлый. Похоже, сюда редко заходили. Я вошел осторожно и пошарил рукой по стене в поисках выключателя. Никакого результата это не дало. Полез в карман, достал зажигалку, чиркнул. Тусклое пламя осветило большое помещение. Я уже понял, где я нахожусь, но решил продолжить поиски выключателя света. Как ни странно, он оказался не возле двери, а на стене напротив. Круглый рубильник, который надо поворачивать. Я прошагал через помещение и включил свет.
На потолке замигали и, набравшись сил, вспыхнули 3 люминесцентные лампы. Я убрал зажигалку и осмотрелся. Передо мной была секционная комната заброшенного морга. От всего, что здесь находилось, веяло запустением. Грязный, запыленный секционный стол, справа ряды холодильников с квадратными дверцами, медицинские шкафчики, небольшой столик у стены слева и ржавая раковина. Я уже хотел уйти, но увидел на полу зажигалку. Даже не знаю, почему она привлекла мое внимание. Возможно, потому что она не гармонировала со всем остальным. Все здесь было серое и пыльное, даже желтые дверцы холодильников посерели от времени. И при том, что от всех предметов веяло запустением, тем не менее они находились на своих местах. Никакого крупного мусора здесь не валялось, поэтому зажигалка резанула глаз. Я подошел и поднял ее. Наверное, ее кто-то обронил, зажигалка была старая, толстая, кремниевая, сейчас таких не выпускают. Лет 10 назад такую можно было увидеть. Я машинально покрутил головой, подсознательно пытаясь сообразить, зачем сюда заходил тот, кто потерял зажигалку. Это было неважно, но мне надо было коротать время. В таком старом запустелом месте всегда тянет представить, что здесь делали люди раньше. На полу я увидел папиросу. Если бы не зажигалка, я бы ее и не заметил. Она лежала у самого медицинского шкафчика, наполовину спрятавшись за его ножкой. Папироса целая, не прикуренная. Автоматически в голове сложилась картина, что тот, кто обронил зажигалку, возможно, уронил и папиросу. Если бы это было так, то выглядело это довольно странно. С чего этот человек роняет все, что держит в руках? Разглядывая пол у своих ног, я сделал еще одну интересную находку. Маленький желтый клочок бумаги. Возможно, раньше бумага была белая, но пожелтела от времени. Я присел на корточки и поднял эту бумажку. Перевернул. На ней была выведена цифра 3. Я озадаченно растянул губы. Теперь мне уже стало любопытно. Я с вниманием осматривал пол. Нашел еще один клочок бумажки, но на нем не было ничего написано. За ножкой рабочего стола обнаружилась резиновая перчатка. Я занимался ерундой и понимал это. Мне быстро надоело, и я переключился на обследование рабочего стола. Это был очень простой столик. Только ножки и столешница, а сверху один единственный журнал. Я протянул руку, но на мгновение замялся. Все же этот журнал мог иметь некую профессиональную информацию, вряд ли она могла быть секретной, но... На один миг я об этом задумался. Покачал головой и откинул обложку. Да, обычный журнал учета, списки фамилий, даты, цифры. Я уже хотел уходить, но в последний момент подумал, что хранитель этого увядающего царства может ведь и задержаться, и что мне может стать скучно. Поэтому я взял журнал с собой. Подошел, щелкнул рубильником и, ориентируясь на свет коридора, вышел из секционной. Еще 2 двери в коридоре я подергал, но они были заперты. Придя в кабинет, я кинул журнал на стол и подошел к окну. Через двойное запыленное стекло трудно было что-то различить. Лишь верхушки деревьев леса закрывали своим чистоколом горизонт. Едва подсвеченные луной крыши домов заброшенного поселка раскрасили тьму угловатым узором. Я сел на скрипучий стул и раскрыл папку. Озаглавлена она была «Журнал приема и выдачи трупов». Страницы журнала были разбиты на графы: дата поступления трупа, фамилия, имя, отчество умершего, диагноз при вскрытии, дата выдачи и дополнительная информация. Ничего не скажешь, увлекательное чтиво мне попалось. Я даже не сдержал улыбки, глянув на эту ситуацию со стороны. Я был уверен, что меня надолго не хватит. Так пробегусь глазами по строчкам, пойду на улицу покурю и начну материться, что мужика слишком долго нет. Это было бы естественным развитием ситуации, но, как ни удивительно, чтение меня увлекло. Журнал оказался старым. На это указывали даты поступления трупов. Поначалу даты вообще не указывались, да и информация была очень скупой. Поступил какой-то граф, был 5 гусаров. Цифра 5 перед фамилией выглядела странно, я решил, что это сокращение. Где-то звучали фамилии, где-то должности, санитарка, машинист, тракторист и прочее в таком духе. Первый внятно датированный год, который мне попался, указывал на 1950. Я начал листать страницы одну за другой. В этот момент я уже собирался закрыть журнал, но мне попалась строка, которая была заполнена довольно подробно.
Описание не умещалось, и поэтому кто-то мелкими кривыми буквами скрупулезно заполнял графу. Сотрудник морга уделил много внимания Марии Ивановой. Мария поступила в состоянии душевного волнения. Вот в этот момент мне и стало интересно читать дальше. Душевное волнение и морг – понятия вроде бы взаимоисключающие. Видимо, здесь все-таки была и больница. Возможно, две закрытые двери ведут в больничные палаты. Таким образом, дав объяснение живому состоянию Марии Ивановой, поступившей в данный морг, я продолжил чтение. Раз уж Мария Иванова оказалась в этом журнале, то, естественно, в графе была описана причина ее смерти. Причиной стала острая сердечная недостаточность. Не выдержало сердце Марии Ивановой тоски по брошенной семье, многочисленным обманом и мошенническим действиям с целью завладения чужим имуществом. Я перелистнул страницу. Видимо, на работу пришел новый сотрудник, так как дальше почти все графы были заполнены подробно, с описанием интригующих подробностей и самой смерти, и жизни усопших. Хотя это и было странно для журнала учета, но и завлекало. Я читал строку за строкой, разбирая мелкий корявый почерк. Глаза мои стали уставать, и я полистал страницы, чтобы посмотреть, когда был последний покойник. Оказалось, что всего год назад. При том, что поселок был явно заброшен дольше, чем год назад, это вновь привлекло мое внимание. Я вчитался. Некий Максим, фамилия неразборчивая, был доставлен в состоянии алкогольного опьянения. При себе имел наличные средства и драгоценности, украденные у собственной матери. Скончался от острой сердечной недостаточности, вызванной сильным душевным волнением во время нахождения в секционной комнате. Дальше трудно было разобрать, но в кавычках было написано что-то вроде «кардиомиопатия Такацуба. Синдром разбитого сердца». Синдром разбитого сердца звучало красиво, я скривил рот и подумал, что этот Максим скончался от угрызений совести, что обобрал свою мать. Следующей мыслью было, что все это странно и нереально. Не заполняют так журналы. Все это было похоже больше на баловство или какой-то квест. Может, здесь где-то скрытая камера? Может, это все запланированный розыгрыш? Бабка, отправившая меня сюда? Мужичок, которому уже пора вернуться? И этот поражающий своей абсурдностью журнал. Я встал из-за стола и решил пойти на улицу покурить. Уже подходя к двери кабинета, краем глаза отметил папки, лежащие в шкафу. Словно следуя некому инстинкту завершения начатой деятельности, раз уж я почитал журнал, то имеет смысл ознакомиться и с содержанием папок. Взял верхнюю, открыл и замер. Мне кажется, я даже перестал дышать. Полная картина произошедшего не сразу сложилась в моей голове. Она складывалась из мелочей, из осколков, из элементов, которым поначалу я не придал большого значения. Но теперь они, как неподвластный мне художник, творили в моем воображении полную и законченную картину. Картину, от которой меня кинуло в озноб. Руки машинально листали страницы уголовного дела. Дело, которое было прекращено в силу отсутствия состава преступления. Картина вырисовывалась следующая. Максима, о котором я прочел в журнале, действительно обнаружили в секционной. Он был мертв. Дело открыли и, если верить датам, закрыли на следующий день. Тело было обнаружено недалеко от двери в секционную. Перед смертью умерший собирался прикурить папиросу, но не успел. Потерял сознание, упал и умер. Конечно, в моей голове сразу же сложилась картина, которая увязывала и найденную мной зажигалку, и папиросу под медицинским шкафчиком, и маленькие бумажки с номерками, которые, видимо, фиксировали найденные на полу предметы, и последнюю запись в журнале учета трупов. Все это было вполне логично и действительно могло оказаться элементами одного и того же события, связанного с неким Максимом, алкашом, обворовавшим собственную мать. Но пронзительный парализующий холод у меня внутри возник не из-за этого. Участковый, который заполнял это дело, хоть и не стал собирать свои бумажки с номерами, зажигалку и папиросу, но зато не забыл добавить в дело фотографию погибшего. Из папки на меня смотрело лицо, которое я видел буквально пару часов назад. Ошибиться было невозможно. Тот же перебитый нос,
тот же уродующий щеку шрам. Все тело мое напряглось. Тот случай, когда ты не ищешь объяснения просто потому, что не имеешь для этого сил. Полное оцепенение. И только слух твой обостряется, как у ночного хищника. Я не дышал, сердце мое замерло, только уши ловили каждый шорох. Вокруг стояла звенящая тишина. Еще не разобравшись в своих мыслях, я вышел из кабинета и кинул короткий взгляд направо вдоль коридора. На миг глаза мои остановились на подсвеченном изнутри окошке секционной. Я отвернулся и пошел к выходу. Оказавшись на крыльце, взял сигарету, закурил. Через секунду я уже взял себя в руки. Если это розыгрыш, то его планировал мастер своего дела. Надо сказать, меня пробрало основательно. Но сейчас, немного успокоившись, я все отчетливее понимал, до чего очевидными были мои выводы. В жизни такой очевидности не случается, 100% постановка. Наверное, я бы повелся, но с фотографией они перегнули. Я усмехнулся. И тут новая волна сомнений навалилась на мою душу. Что-то подспудное сверлило мне мозг изнутри, что-то такое, что очень важно было отметить, что-то нелогичное, что-то... И тут меня снова обожгло холодом, неконтролируемого ужаса. Окошко секционной светилось изнутри. Выхваченный кусочек коридора отчетливо стал перед моими глазами. Сомнения не было. Несколько секунд назад я смотрел на дверь, за которой не должно было быть света. Я точно помнил, как выключал рубильник. Даже если бы я что-то перепутал, то я же выходил оттуда на свет из коридора. Можно забыть действие, но невозможно забыть, когда ты идешь из темноты к свету. Я тяжело сглотнул. Можно было пойти и все проверить, и я даже некоторое время размышлял об этом, но поймал себя на мысли, что я просто не могу себя заставить войти в это здание еще раз. Мысль о том, что все это может быть розыгрышем, ситуацию не исправляла, мне стало страшно не умом, а подсознанием. Наверное, именно так и выглядит животный страх. Объяснить можно что угодно, а вот идти проверить я в себе сил не находил. Подумал о том, что мужик задерживается и не несет мне обещанный бензин. При мысли об этом мужичке перед глазами всплыло дело погибшего в секционной комнате. Я поежился. Сейчас мне хотелось только одного – все это закончить и уехать отсюда. Отсутствие бензина смущало, но я как-то однозначно и безапелляционно принял решение уехать. Ничего больше не взвешивая, направился к машине. Сомнения и тревога начали отпускать мое сердце по мере того, как я удалялся, открыл окно, выбросил окурок и тут же закурил новую сигарету. Улыбнулся своим мыслям, что если я не умру сегодня от страха, то скончаюсь от отравления никотином. Мой мощный 8-цилиндровый конь утробно урчал, пробираясь по деревенской дорожке. В небе громыхнуло, я поднял вверх глаза и пожевал губы. Даже не заметил, когда успели стянуться черные угрюмые тучи. Они не закрыли луну, они ее обступили со всех сторон. Первые тяжелые капли упали на лобовое стекло. Датчик дождя включил дворники. Грунтовая дорога и дождь – не лучшее сочетание, как бы не пришлось бросать машину, засев в грязи. Или того хуже, и застряв, и выработав остатки горючего в попытках выбраться. Я придавил акселератор. Я набирал скорость, а дождевые капли ритм, с которым барабанили по крыше и стеклам. Я не собирался сдаваться и не собирался возвращаться. Датчик топлива горел ровным светом, предупреждая о том, что мой конь не будет бежать долго. Но цель определена, и я давил на газ. Мне повезло, лесная дорога была усеяна травой и корнями деревьев. Это естественное укрепление сделало ее устойчивой к влаге. Она раскисала, и колеса мои время от времени проворачивались, разрывая дерн и увязая в тягучей каше. Но этот процесс происходил не так быстро. И все же он происходил. Я набрал максимально возможную скорость, чтобы не потерять контроль над машиной, чтобы она по инерции не провалилась в какую-нибудь яму. Но и медленно ехать было нельзя, чтобы та же инерция продолжала работать на преодоление вязких участков. Все складывалось более-менее удачно. Дождь лил все сильнее, но и я приноровился к скорости и к маневрированию. К счастью моему не было предела, когда я увидел просвет между деревьями. Уже какой-то результат. Что это? Поляна, еще один поселок, делянка лесорубов.
Это не имело значения. Главное, это новый этап, подтверждающий прохождение предыдущего. Веха проделанного пути. Я выкатился из леса и ударил по тормозам. Лучи дальнего света фара облили темный поселок в несколько домов. И как я ни старался убедить себя в обратном, мне приходилось принять очевидный факт. Я вернулся туда, откуда уехал. Я снова был в заброшенном поселке вокруг таинственного морга. Я слышал, как изменилось мое дыхание, стало натужным и прерывистым. Я не мог понять, в каком месте дорога меня развернула. Конечно, такое возможно, пошла дорога по кругу и слилась сама с собой, но то место, где она слилась, я же должен был заметить. Так, ладно, пробормотал я себе под нос и посмотрел на датчик топлива. Шанс на еще одну попытку у меня был. Я поднял глаза к небу. Тучи начали расходиться, дождь слабел на глазах. Ну, хоть какая-то удача, констатировал я. Развернул машину и начал вторую попытку. Стоило мне въехать в лес, как дождь вновь ливанул, словно из ведра. Мысленно я обругал себя за преждевременную радость, сглазил единственную удачу за этот вечер. В этот раз я внимательно смотрел на дорогу. Помимо того, чтобы контролировать скорость и не застрять в раскисающем грунте, теперь я всматривался в края дороги, силясь заметить развилку. Мое внимание было приковано к освещенному перед капотом пространству, поэтому я даже не заметил, как выехал из леса. Поднял глаза, и лицо мое искривило гримаса недоумения, смешанного с плохо контролируемым бешенством. Я снова смотрел на поселок с моргом. Глянул на датчик топлива, выключил двигатель, вышел на улицу. Дождь прекратился. Этому должно было быть какое-то объяснение. Мозг цеплялся за привычные вещи. Если у тебя что-то не получается, значит ты где-то совершил ошибку. Но где была моя ошибка? Чтобы успокоиться, я закурил сигарету. Я слишком разнервничался и не мог построить план дальнейших действий. Стоял, нервно курил, выдыхая облака дыма, которые смешивались с влажным воздухом и, не тая, плыли над землей. Внезапно я поймал себя на мысли, что не столько нервничаю, сколько боюсь перестать нервничать. Я злился на предательскую дорогу в лесу, потому что если бы я перестал думать о ней, то мне пришлось бы думать о мужике со шрамом, о фотографии в уголовном деле, о зажигалке в секционном зале и о свете в этом зале, который я точно выключал. Время шло, сигарета кончилась, я закурил следующую. Пачка была уже почти пустая, я подумал о том, что нужно сбавить обороты. Слишком нервное мне выпало приключение. А кроме сигарет, других успокоительных у меня с собой не имелось. У меня оставалось 3 варианта действий. Идти через лес пешком, остаться сидеть в машине и ждать мужика, либо пойти в морг и ждать мужика там. Ни один из вариантов мне не нравился, но других я не находил. Еще не успев прийти к какому-то решению, заметил, что ноги сами меня понесли в сторону морга. Я лишь обреченно подумал, что, возможно, я там смогу найти хоть какие-то ответы. Машину я оставил у леса, так как бензин надо было беречь. У входа в морг я остановился. Рука машинально полезла за сигаретой, но я удержался, так и стоял, глядя на вывеску. Стоял, смотрел, а уши внимательно ловили каждый звук. Все было тихо и спокойно. И хотя в животе у меня таился непроходящий холод, умом я понимал, что ничего страшного не происходит. Я взялся за ручку и вошел в помещение. Оказавшись в коридоре, не сразу решился поднять взгляд в сторону секционной. Это потребовало усилий. Глянул и досадливо вздохнул. Да, я не ошибся. В секционной горел свет. Мозг попытался объяснить это тем, что поломанный рубильник сам переключился. Это не сильно меня успокоило, но лучше такое объяснение, чем никакого. Первым делом я заглянул в кабинет. Там было все по-прежнему. Я двинулся вдоль коридора. У секционной несколько раз глубоко вздохнул, заглянул в окошко. Все было так же, как и последний раз, когда я здесь был. Дверь на задвижке, это я тоже помнил, что закрывал ее. Я покачал головой. Если откинуть нагромождение странных совпадений, то по сути ничего жуткого здесь не происходит. Да, это пустое здание, серое, осевшее, запыленное. Если бы я не встретил здесь мужичка, то очевидно решил бы, что здесь много лет никого не было. Единственное, чему я бы удивился, это наличию электричества.
Я вновь тряхнул головой и открыл дверь секционной. Вошел. В горле появился ком, в животе тянуло. Еще вчера за подобную реакцию я бы сам себя высмеял. Но сейчас мне было не до этого. Уже подойдя к рубильнику и протянув руку, я подумал, а зачем я его выключаю? Сдался мне этот свет, пусть бы себе горел. Но я старался избавить себя от лишних мыслей, да и лучший способ борьбы со страхами – это игнорировать их. Раз я боюсь сюда зайти, значит надо зайти, а свет – это повод. Мои пальцы коснулись холодного пластика выключателя, и в этот момент свет стал подрагивать. Одна из люминесцентных ламп на потолке зажужжала, видимо из-за скакнувшего напряжения. Я оглянулся, в коридоре свет тоже подрагивал. Я убрал руку от выключателя, но свет какое-то время еще дрожал, прежде чем успокоиться. «Ну вот и объяснение», – произнес я и вздрогнул. Мой голос почти оглушил меня, слух был так обострен, что мой же голос показался грохотом. Я тяжело проглотил ком и едва не закашлялся. Усилием воли переборол кашель. Мне подумалось, что если тихий шепот меня так взволновал, то что будет, если я закашляю? Тем не менее, причина того, что свет включился, стала вырисовываться. Проводка здесь ни к черту. Стоило прикоснуться к рубильнику, и запрыгал весь свет. Следующая мысль была, что может свет и не надо выключать, как бы не угробить все электричество. Однако, опасаясь, что я сам себя успокаиваю, я решительно протянул руку и щелкнул выключателем. Свет погас. Я направился к коридору, и тут свет погас весь. Я остановился. В горле у меня вновь появился ком. Нервно, холодной рукой я полез в карман за зажигалкой. Достал ее, едва не выронив, чиркнул. Вспыхнул огонек, расшвыряв вокруг меня длинные дрожащие тени. Я еще решал, пойти мне снова к рубильнику или прибавить шагу, убираясь отсюда, когда справа мне почудилась одна неестественная тень. Она не дрожала вместе со всеми, она метнулась слева направо и, как мне показалось, не беззвучно, с тихим едва заметным шорохом. Я быстро вытянул руку в ее сторону, стараясь сильнее осветить это направление. Никого живого я тут не увидел, зато мне показалось, что одна из дверей холодильников приоткрыта. Возможно, так легла тень. Я поводил рукой, темная полоса вдоль дверцы стала длиннее, но щель это или тень точно сказать не было возможности. Очевидно, надо было попробовать включить свет. Я вернулся к рубильнику, щелкнул. Это не дало никакого результата. Повернул ручку еще раз, эффект тот же. И тут вновь шорох. Опять со стороны холодильников. Я замер. Зажигалка прилично нагрелась и обжигала руку. Остаться же без этого освещения я не был готов, поэтому быстро развернулся уйти. Передо мной было лицо. Желтое и сморщенное. Я вскрикнул и отступил назад, ударившись спиной о стену. Но лица уже не было. Оно не ушло в сторону, не растворилось. Я моргнул, и его нет. Моя рука судорожно прыгала из стороны в сторону, освещая слабеющим огоньком зажигалки пространство. Я дышал так громко, что мне казалось, оглохну. Проморгался. Очевидно, что показалось, дает себя знать нервное напряжение. Не глядя по сторонам, я засеменил к выходу. Стоило мне оказаться в коридоре, как лампы заморгали и разорвали тьму тусклым светом. Не очень соображая, следуя рефлексу, я захлопнул дверь в секционную и толкнул задвижку. Изнутри кто-то стукнул в стекло. Я отскочил к противоположной стене коридора и долго не мог отвести глаз от маленького окошка в двери. Внутри грохотала мысль, что лучше сразу увидеть, чем пугать себя предположениями. Но окошко было темным, за ним не проглядывалось никакого движения. Я усилием отвел взгляд и двинулся по коридору. Внезапно послышалась музыка. Я остановился, прислушался. Какой-то старинный вальс, изувеченный помехами старого приемника, сочился из-за двери слева по коридору. Из одной из закрытых дверей. У меня приоткрылся рот, но сил закрыть его я не находил. На цыпочках я приблизился к двери и прислушался. Словно током меня обожгло понимание, что кто-то с другой стороны также тихо притаился у двери. Мне казалось, я даже слышу его дыхание, но самое главное, я отчетливо слышал поскрипывание половиц. «Эй!» – тихо позвал я. «Здесь есть кто-нибудь?» Мне никто не ответил, но от этого было не легче. Музыка стихла. Я отчетливо услышал суетливые шаги, мне показалось, босых ног.
«Кто здесь?» – задал я вопрос напористей. «Я не люблю такие шутки». Ответом мне снова была тишина. Неизвестный затаился. Вряд ли его мог напугать мой дрожащий тихий голос. Я не стал повторять попытку. Да и не до попыток мне было в следующую секунду. За спиной раздался оглушительный грохот. Я развернулся и отпрянул к стене. Не было никаких сомнений, что кто-то сильно ударил в дверь секционной изнутри. Оббитая железом дверь гулко ахнула по коридору. Не разбирая дороги, я кинулся к выходу. В холле перед входной дверью запнулся обо что-то ногой и повалился на пол. Это меня не задержало, еще не встав на ноги, я уже продолжал движение. Сначала на четвереньках, потом на коленях, а потом я просто выкатился на крыльцо, вскочил на ноги и отбежал от морга. Оглянулся, входная дверь захлопнулась, я был окутан полной тишиной, если не считать колотящегося в ушах собственного сердца. В следующую секунду мое тело вновь сковало оцепенением ужаса. До меня долетел звук завывающей сигнализации. Я повернул голову и увидел у леса свою машину, фары которой синхронно с сигнализацией то загорались, то гасли. Кто-то пытался залезть в мою машину. Быстрым шагом я направился к машине. Справа послышалось какое-то гудение или завывание, что-то походившее на сдавленный гул. Он доносился со стороны кладбища. Я не стал даже голову поворачивать, лишь прибавил шагу. Я почти бежал. Замедлился, когда машина была в 10 метрах от меня. Я увидел, что водительская дверца открыта. Разгоряченное после бега дыхание, наложившееся на беспокойство и понимание, что где-то рядом злоумышленник, почти разрывали мои легкие. Я машинально сжал кулаки и, постоянно оглядываясь, стал, крадучись, приближаться к машине. Полез в карман, нащупал брелок, надавил кнопку, выключая сигнализацию. Замок дверцы машины не был раскурочен. Это странно. Как же злоумышленник открыл дверцу, не сломав замок? Машину я закрывал. В противном случае сигнализация не была бы активна. Возможно, замок не закрылся до конца. Я слышал, что такое иногда бывает. По крайней мере, какое-то объяснение должно же быть. Я вновь огляделся, заглянул в салон машины. Внутри никого не было, так же, как и снаружи. Я уже не был способен контролировать нервы, меня трясло, как после купания в проруби. В голове пролетали кусочки фраз, вычитанных в журнале учета трупов. Душевное волнение, крайняя степень душевного волнения, сердечный приступ. Надо было срочно брать себя в руки. Так действительно до сердечного приступа недалеко. Я прыгнул за руль, завел двигатель. Запищала сигнализация датчика топлива. Часы показывали 3 часа ночи. Я развернул машину и двинулся к лесу. Вариант движения в ту сторону, откуда я приехал, не стал рассматривать. Там я еле протискивался между деревьями даже засветло. Сейчас не было бы шанса. На машине я там не пробьюсь, а значит придется идти пешком, а значит я бы заблудился. Двигаться надо здесь. В 3-й раз я не попадусь в ловушку закольцованной дороги. Стоило мне об этом подумать, как машина дернулась раз, другой и заглохла. Вопрос движения на машине был снят сам с собой. Я вновь вышел на улицу. Я обошел машину и открыл заднюю дверцу багажного отделения. Перед глазами прыгали мои белые трясущиеся руки. Я полез в тайник, достал стартовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Всегда, когда я покидал одну дислокацию, меняя ее на другую, у меня был набор правил, которые я дотошно соблюдал. Я брал с собой немного еды с акцентом на консервы, сухой паёк, какой-то вид оружия. Этот момент самый опасный, я часто анализировал, есть ли в этом смысл. Момент отхода от своей прежней деятельности имеет ключевую важность. Момент, когда ты обрываешь все старые связи, сжигаешь мосты, в результате должен тебя обезопасить. Но в то же время, именно в этот момент ты становишься абсолютно незащищен. Старых связей нет, нет друзей и деловых партнеров. Тебе не у кого попросить помощи, ты можешь рассчитывать только сам на себя. Ситуация может повернуться как угодно. Огнестрельное оружие несет опасность, что если его найдут, то это может тебя погубить в рамках простого досмотра, даже если во всем остальном все прошло удачно. Я вспомнил, как однажды мне в голову пришел пример возможной вероятности того, что я могу оказаться один в лесу. Вдруг не удастся оборвать старые связи и меня будут преследовать. Лес – лучшее место, чтобы спрятаться, но спрятаться мало, в нем надо выжить. С того дня я всегда брал с собой оружие. Кривая горькая усмешка тронула мои губы, похоже, по поводу леса я не ошибся. Было у меня и еще одно правило, которое сейчас выходило мне боком.
Я никогда не брал с собой мобильный телефон. Старый я выбрасывал там, где обрывал связи, а новый покупал уже на новом месте. Избавиться от телефона – это первое дело. Отследить могут и машину, да и технология распознавания лиц сегодня уже не что-то из ряд вон выходящее. Но телефон – это первое, почему начинают отслеживать человека, если его решат найти. Это настолько прописная истина, что я даже всерьез ее не продумывал. Просто никакой телефон никогда не сопровождал меня на важных маршрутах. У меня всегда было с десяток сим-карт и несколько телефонов, но в момент обрыва связи я избавлялся от них от всех. План действий сложился сам собой. Первое, что мне надо было сделать, это проверить телефон в морге. Там на рабочем столе в кабинете стоял проводной телефон. Если мне повезет, то он работает. Шансы невелики, но, как говорится, надежда умирает последней. Я накинул на плечи рюкзак, в котором был сухой паёк, медицинская аптечка, батарейки, спички и другой хлам из разряда первой необходимости. В одной руке у меня был мощный фонарь, в другой пистолет. Я двинулся к моргу. Наличие оружия в руке немного успокаивало. Проходя мимо одного из домов, мне показалось, что кто-то мелькнул в окне. Я остановился, посветил туда фонарем. Тишина, никакого движения. Я двинулся дальше. Звуки со стороны кладбища изменились, теперь это был не тихий рокот, а что-то напоминающее бульканье и чавканье. Я приблизился к моргу. Собрав волю в кулак, несколько раз глубоко вздохнув, я открыл входную дверь. Тут же выставил вперед руку с фонарем, вторую, вооруженную, держал на уровне пояса. Так я вошел и в коридор, сомнений не было. В этом поселке я не один. И кто бы ни был, кроме меня, он целенаправленно действовал мне на нервы. Все двери в коридоре, кроме кабинета, были распахнуты. Была открыта и секционная, и две двери с другой стороны, которые до этого были заперты. В здании стояла полная тишина. Я медленно двинулся вдоль коридора. Хотя лампы в коридоре горели, я не опускал фонарь. Теперь я рассчитывал только на то, что принадлежало мне. Посмотрел на револьвер, взвел курок. Ближе всего ко мне была дверь, откуда последний раз доносилась музыка. Я приближался к ней по дуге, касаясь левым плечом противоположной стены. В комнате было темно, я высвечивал отдельные куски убранства лучом фонаря. Как мне и думалось, это была больничная палата. По крайней мере, это можно было предположить. Пара кроватей, тумбочки, какая-то тряпка на полу. Все старое, пыльное, местами плотно облепленное паутиной. Я старался занять положение, чтобы максимально изучить каждый уголок этой комнаты, но и не приближаться к самой двери. Надо было убедиться, что сейчас там никого нет, прежде чем встать к ней спиной, двигаясь дальше. И тут кто-то кашлянул, внятно, разборчиво, не скрывая своего голоса. Кашель заядлого курильщика с легким присвистом. Кашель донесся со стороны секционной. Я вздрогнул и замер, переводя взгляд с палаты на секционную и обратно. Тяжело сглотнув сухим горлом, я двинулся дальше. Следующая дверь вела в больничную палату, почти полностью повторяющую предыдущую. Ее я осмотрел быстрее. Убедившись, что она пуста, направился в секционную. Кто-то, кто бы он ни был, сейчас предстанет передо мной. Хоть какие-то ответы я получу. В секционной горел свет. Мне кажется, в этот момент я уже действовал машинально. Мысли были парализованы. Мой мозг, мои эмоции стали пассажирами тела, предпринимающего те или иные действия. Я шагнул внутрь помещения и быстро огляделся. На первый взгляд в секционной ничего не изменилось, но это только на первый взгляд. Когда все твои органы чувств обострены, ты замечаешь каждую мелочь. Я сразу понял, что один из холодильников открыт. Тот, который в прошлый раз мне показался приоткрытым, сейчас его дверца была распахнута на четверть. Она поменяла положение. Пытаясь совладать со сбивающимся дыханием, я подошел к ней и посветил фонарем. Я рассмотрел поддон для трупа, он был пуст, но взгляд мой привлек другой, который располагался рядом. Мне показалось, что на нем было какое-то тряпье, а затем мне показалось, что я различил кисть руки. Если бы в этот момент у меня за спиной пискнула мышка, сердце мое разорвалось бы. Вдруг подумал о том, что в деле, которое я читал, упоминали о сердечном приступе. Причем сердечный приступ был таким, что человек не успел прикурить папиросу. Но за спиной было тихо, вокруг стояла полная звенящая тишина.
Я не оборачивался, не крутил головой, у меня на это уже не было сил. Я потянул за ручку соседнего холодильника, и дверь открылась. Отступать некуда. Я потянул поддон, и через мгновение мне представилось тело покойника. Я смотрел на него и не мог оторваться. Я ждал, что он пошевелится, откроет глаза, что он окажется живым, и в то же время понимал, что это невозможно. На трупе отчетливо выразились посмертные изменения. Он иссох и мумифицировался. Кожа облепила кости черепа, глаза ввалились, сухие губы не закрывали желтых зубов. И все же мой мозг отказывался воспринимать очевидное. Даже здесь и сейчас, в таком виде, его невозможно было спутать ни с кем другим. Слишком узнаваемый прижизненный шрам был у него на щеке. Это был тот мужичок, который встретил меня и попросил подежурить за него. И, похоже, этот мужичок умер уже давно. У меня была в голове только одна мысль: в какой момент происходит отключение сознания, когда у тебя сердечный приступ? Что еще должно произойти, чтобы сердце мое не выдержало? Я не дышал, голова моя гудела от напряжения. Наверняка у меня подскочило давление, я физически испытывал, как внутри моего черепа нарастают пульсирующие атмосферы безвыходного ужаса. И все же я продолжал стоять, продолжал жить. Покойник не двигался, не открывал глаза и не сообщал мне радостную весть о том, что все это был дурацкий розыгрыш. Я медленно попятился. Все еще пытаясь совладать с плохо контролируемым телом, развернулся, прибавляя шагу, и на трясущихся ногах вышел в коридор. В этот момент позади послышался кашель. Я сам не понял, что за рефлекс сработал во мне. Я пытался поймать шутника. Кто-то разыгрывал меня, я буквально вбежал в секционную. Но все было на своих местах. Никто новый не появился. Труп лежал там, где я его и оставил. Вот только рядом с ним из соседней камеры торчал пустой поддон. Я помнил, что я его не доставал. Хотя от избытка чувств я уже ни в чем не был уверен. Словно под гипнозом я сделал несколько шагов, подошел и увидел, что на поддоне лежит бирка с веревочкой, из тех, которые привязывают к пальцу покойника. Я коротко глянул на нее. Круглым, уверенным почерком там было выведено мое имя. Две мысли пролетели в моей голове одновременно. Первое, что теперь точно можно быть уверенным, что меня кто-то разыгрывает. И второе, что это невозможно, потому что никто здесь не мог бы знать, как меня зовут. Или что если это ловушка для случайного путника, то кто мог знать, что здесь окажусь именно я? Мои пальцы сильно сжали рукоятку револьвера. Мне кажется, я вцепился в него, как в спасительную соломинку. Ничто из происходящего я не мог объяснить рациональным образом. Да уже и не пытался. Револьвер был единственным, кто был со мной и готов был защищать меня. Когда я шел по коридору, то краем глаза увидел, что в одной из палат кто-то сидел на кровати. Я различил белую спину. Но я даже голову не повернул, лишь прибавил шага, направляясь в кабинет. Телефон был последней надеждой. Почему-то в этот момент я был убежден, что все дороги ведут к телефону. Что именно он отвечает здесь на все вопросы. Только он может меня спасти. В кабинет я не вошел, я буквально ворвался. Уселся за рабочий стол, потянулся к телефону. На глаза мне попалась страница открытого журнала учета трупов. Я замер. Последняя строчка была посвящена не мужичку, умершему в секционной. В последней строчке этот кривой мелкий почерк совершенно невозможно разбирать, но, когда ты читаешь свою фамилию, то узнаешь ее сразу, даже если она написана неразборчиво. Кто-то уже начал описывать меня. Было сказано, что я прибыл сюда в приподнятом настроении, что перед этим я обманул 160 человек и получил крупную материальную прибыль. Одна рука моя все еще висела над трубкой телефона, вторую с гулким стуком револьвера о столешницу я уронил справа от журнала. В этот момент телефон зазвонил. Я поднес трубку к уху. Мне не потребовалось прислушиваться. Тишину комнаты заполнил дребезжащий, пронизывающий смех. Я сразу узнал его. В воображении всплыло беззубое лицо старухи на дороге, когда она, не сдерживаясь, расхохоталась. Я бросил трубку на рычаг. Слева от меня за окном было какое-то движение, я присмотрелся. Среди старых покосившихся крестов кладбища отчетливо различались высвеченные лунным сиянием силуэты.
В это время из коридора послышались шаги. Несколько пар ног шлепали по трескучим половицам. Я подскочил к двери, слегка приоткрыл ее, в нос ударило гнилостным зловонием. Я различил два лица, женское и мужское. Женское было ближе к двери, скорее всего, это была молодая девушка. Из-за нее нависал мой старый знакомец, тот, которого я оставил лежать на поддоне холодильника для трупов. Его серо-желтое лицо поворачивалось из стороны в сторону, стараясь то ли услышать меня, то ли унюхать. Стежки зашитых век его разошлись, левый глаз немного приоткрылся, и можно было отчетливо различить грязный кусочек ваты, которым заполнил глазницу тонатокосметолог, подготавливая тело к прощанию перед похоронами. Девушка, которая оказалась буквально лицом к лицу со мной, выглядела значительно хуже мужика. Зато она меня видела. Ее мутные, покрытые блеклой поволокой, обезвоженные зрачки смотрели прямо на меня. Синие губы расползлись в игривой улыбке, обнажая ряд желтых зубов. Низким с утробным бульканьем голосом она сказала: «Твое последнее дельце выгорело. Проведем этот вечер вместе, красавчик». Я захлопнул дверь и в несколько движений, не чувствуя усталости, забаррикадировал ее холодильником и шкафом. Они пытались ворваться, я слышал их шипение и недовольное ворчание. На краю сознания все еще теплилась надежда, что все это понарошку, какой-то розыгрыш, что есть дирижер происходящего, и самое главное, что этот дирижер из нашего мира, а не из этого, запах которого густыми волнами сочился через щель в двери, в которую пытались ворваться эти твари. Я поднял руку с револьвером, но стрелять не решался. Сознание все еще цеплялось за привычные факты. То, что двигается, должно быть живым. Одно мгновение я размышлял, выстрелить у них над головами или сразу начать огонь на поражение. Револьвер подпрыгнул в моей руке. Решение пришло само собой, без осознания, подобно инстинкту. Я провел последнюю и решительную проверку. Ее серая с черными ногтями рука даже не вздрогнула, когда в ней появилась маленькая дырочка. Девушка перестала шипеть и бормотать ругательства. Одно ее плечо и голова уже протиснулись в щель двери. Она замерла, посмотрела на простреленную руку, из которой не началось обычное для подобного ранения кровотечение. Медленно, удивленно перевела взгляд на меня. Рот ее раскрылся, едва не разрывая щеки. В неистовом бешенстве она завизжала. Из уголков губ покатились темные вязкие капли зловонной жижи. Она кричала не на меня. Она оповещала своих товарищей из своего адского мира. Она ставила точку в моих сомнениях и давала знать всем остальным, что этих сомнений больше нет. И больше не надо осторожности. И больше они не пытались осторожничать. Из коридора рвались уже не двое, топот ног все усиливался. Через окно я видел, что подмога к ним идет многочисленная. И поток помощников лишь увеличивался, выходя из брошенных домов, выползая из старого заброшенного кладбища. Они рвались в дверь, они барабанили в оконное стекло. Дверь внутри комнаты, которая, видимо, вела в кладовку и была заперта на ключ, тоже принялась ходить ходуном. Кто рвался оттуда, я даже не хотел предполагать, это уже не имело значения. Из-под двери натекла большая черная лужа. На столе трещал и позвякивал телефон. Не знаю, в какой момент это произошло, но я вдруг успокоился. Абсолютно. Сел за рабочий стол, положил револьвер. В стопке бумаг нашел чистый лист, взял карандаш. Если ты читаешь это, значит дела твои плохи. До меня здесь оказывались либо деревенские алкоголики, либо грабители с большой дороги. Никто из них не сделал того, что сейчас делаю я. Никто не описал того, что с ними происходило, и не оставил послания следующей жертве. Я изменю это правило. Да, я сделал немало дурных вещей. И да, немало людей я обидел. Мне кажется, за окном мне удалось различить пару знакомых лиц, хотя не исключаю, что это уже плод воображения. Если ты читаешь это и думаешь, что последняя черта – это финал, то значит ты либо дурак, либо читал невнимательно. У тебя не так много времени, потрать его с пользой. Прочти еще раз, прежде чем читать дальше, ведь я дам тебе дельный совет. Ни один из мостов, которые я сжигал в жизни, не разрушен здесь.
Здесь нет времени, здесь нет короткой памяти. Здесь придется делать выбор. И здесь не будет права на ошибку. Здесь ты должен хорошо знать, что для тебя в жизни самое ценное. И если ты сделаешь правильный выбор, то ты не заблудишься в лесу, то ты пойдешь по правильной дороге. У меня не было шанса, но, возможно, он есть у тебя. И если ты нашел эти записки до того, как село солнце, то он у тебя есть. Воспользуйся им. Иван перевел взгляд с исписанного листа на журнал учета трупов. Пробежал глазами по строчкам. Прибыл в приподнятом настроении, перед этим обманул 160 человек и получил крупную материальную прибыль. Скончался от огнестрельного ранения в голову. Рядом с телом обнаружен револьвер. Следующая графа журнала была заполнена не до конца. Иван прибыл в состоянии глубокой депрессии, бросил семью в тяжелом материальном состоянии, думал только о себе, вынашивал мысль о суициде. Эта графа не была заполнена до конца. Иван перевел взгляд на открытую рядом папку, долго смотрел на фотографию человека, дело которого было закрыто за отсутствием состава преступления, человека, который застрелился за этим столом. Это все были отдельные кусочки информации, но Ивану не составило труда сложить из них полноценную картину. Если к этому добавить черное липкое пятно с краю стола, то получалось, что человек, который встретил его в этом морге, попросил подменить на дежурстве, и на фотографию которого он сейчас смотрит в деле о самоубийстве, пустил пулю себе в голову именно на этом стуле, за этим столом. Иван медленно перевел взгляд на окно. На возвышающемся холме виднелись старые покосившиеся кресты. Они светились темно-красным ободком, подсвеченные лучами багряного заката. Еще несколько минут и начнет темнеть. Он не складывал и не сопоставлял факты, просто смотрел на эти кресты, не моргал и даже не дышал. Лицо его было полностью расслаблено. Внезапно он вскочил и направился из кабинета, вышел в коридор, коротко глянул направо, обратил внимание, что свет в секционной горит. Иван свел брови, он точно помнил, что выключал его. Но никаких дополнительных эмоций на его лице не проступило. Он быстро отвернулся и зашагал к выходу. Через мгновение был на улице. Подошел к своей машине Нива, открыл дверцу, сел за руль, завел двигатель. Посмотрел на датчик топлива, горючего вряд ли хватит надолго. Некоторое время Иван смотрел вдоль дороги, бегущей через заброшенный поселок и уходящий в лес. Включил передачу и надавил педаль газа. Быстро развернул машину и поехал в обратную сторону. Все, что происходило дальше, он замечал лишь периферическим зрением. Солнце не успело зайти за горизонт, когда небо затянуло тучами. Машина еще взбиралась на крутой холм, с которого пару часов назад он легко скатился, выбравшись из леса. Дождь ударил в стекло всем своим напором. Удар был таким внезапным, что показалось, будто кто-то невидимый плеснул водой из ведра. Машинально Иван включил дворники. Машина начала увязать в быстро раскисающем грунте. Не спасал даже полный привод. Когда до леса оставалось метров 20, машина уже едва двигалась и в конце концов начала чихать и заглохла. Из-за уклона остатки топлива ушли от заборного фильтра, и двигатель, не получая питания, смолк. Иван вышел из машины. Вокруг него была стена из дождя, почти ничего нельзя было разобрать. Он мог рассмотреть только машину, стоящую рядом, и очертания леса. Он понимал, что не все с собой взял. Не достал ключи из зажигания, кошелек, документы, надо все это достать из машины. Но он не стал доставать, не закрыл даже дверцу. Он двинулся в сторону леса. Ноги скользили по маслянистой глине, тряпки рваного дерна забивались в штаны и ботинки. Налетел порыв шквального ветра, хлестнув по лицу каплями ледяного дождя. Мелкий град обжигал щеки, попадал в глаза. Иван поскальзывался, падал на колени, быстро вставал и вновь подбирался к лесу. Едва миновав первые деревья, он понял, что облегчения здесь не будет. Этот странный лес совершенно не закрывал от ветра. Удары дождя, града продолжали стягать его тело. Такое чувство, что ветер налетал с разных сторон, будто выискивая слабые места. Но Иван продолжал идти. Если бы он мог, он бы побежал, но вода атаковала его не только сверху.
как если бы река вышла из берегов неподалеку, по корням деревьев струились потоки черной густой жижи. Вязкая вонючая влага заполняла лес, ноги проваливались все глубже, идти вертикально получалось редко, когда под ногой оказывалась твердая кочка или корень дерева. Иван подбрасывал себя и делал несколько шагов, но затем липкая засасывающая жижа вновь валила его на четвереньки, и все равно он продолжал движение. Он не пытался обходить кусты и колючие ветви, он шел прямо, напролом. Ветви становились жестче, ему казалось, что они не просто касаются тела, а пытаются зацепить, остановить, атаковать. В какой-то момент нога Ивана зацепилась за твердый корень, выдернуть ее не получалось. Он извивался и дергался, лицо напряглось. Пытался изменить положение тела, чтобы выйти из этого плена. В очередной раз, упираясь другой ногой, дернул особенно сильно. Нога появилась на поверхности зловонной жижи. И не только нога, но и то, что ее удерживало. Когтистая широкая лапа, похожая на человеческую, но большая и, как показалось Ивану, проросшая побегами будущих ветвей. За ней над поверхностью мелькнула и голова. Вырвав ногу, Иван отвернулся и устремился дальше. Здесь все было против него. Он не верил в успех своего предприятия, не надеялся на победу. Он только знал, куда ему надо, знал правильное направление и знал, что пока у него есть силы, он будет по нему продвигаться. Дождь, ветер и молнии хлестали и сверкали, справа и слева мелькали тени, топкое болото нарастало. В какой-то момент он понял, что делает последние движения, что силы его иссякли, что это финиш. Он не устанет, не будет отдыхать, когда он остановится, это будет означать, что он погиб. Посреди бушующей непогоды, накатывающего и заливающегося в нос и рот болота, он увидел гнилое завалившееся дерево. Оно торчало на небольшой возвышенности. Ивану показалось, что за ним просвет, что лес за ним заканчивается. Это не оживило надежду, надежды у него уже не было. Была лишь цель и остатки сил для ее достижения. Иван был уверен, что погибает, но из какого-то последнего рефлекса, боевой спортивной злости он сделал последний, забирающий все остатки сил, рывок. Голова его погрузилась в трясину. И только черная с крючковатыми напряженными пальцами ладонь ударила по спасительной земле рядом с поваленным деревом. Иван не увидел, что на дереве этом у самого его основания сидела большая черная сова. Ее трудно было различить на фоне такого же черного дерева, но зато она прекрасно различила Ивана. У самых ее лап по земле ударила его ладонь. Сова некоторое время смотрела на руку гибнущего человека. Она будто о чем-то задумалась. Затем гулко ахнула и метнулась в сторону. Его нашли у лесной дороги возле развилки, доставили в ближайшую больницу. Он успел хорошо нахлебаться, и врачам пришлось повозиться, возвращая его к жизни. Иван лежал на больничной кровати и пустыми глазами смотрел на свою дочь. Она была еще слишком мала, чтобы отличить серьезные события от очередного забавного приключения. Она радовалась, что приехала к папе, который зачем-то оказался в больнице. Жена рассказывала, что привезла фрукты, что положила их на тумбочку. Обычные разговоры при посещении больных родственниками. Она отправила дочь поиграть в холле, а сама взяла Ивана за руку и пристально посмотрела в глаза. «Так как ты оказался в этом лесу? Где машина? Что ты там делал?» Вопросы посыпались, как из рога изобилия. Она быстро оценила пустой взгляд мужа, замолчала. Лицо ее стало задумчивым, какая-то мысль посетила ее голову, глаза сузились, взгляд стал пронзительным. «Ты ведь ничего дурного не задумал? Ты мне смотри, у всех бывают сложности, мы семья, и удачи и неудачи мы должны решать вместе, иначе это предательство. Таких как мы 160 семей, да, нас обманули, мы потеряли деньги, и не мы одни, но мы не имеем права терять друг друга. Скажи, что ты делал в этом лесу?» «Заблудился», — хрипло ответил он. «Заблудился?» «Да». «Но ты больше не планируешь блуждать?» Он крепко сжал ее ладонь. Он всегда удивлялся, почему, когда сдерживаешь слезы, то вытекает только одна. В каком-то глазу их больше, что ли. У него ничего не вытекло, но, похоже, лицо переменилось красноречиво. «Я выбрался», — сказал он. «Я больше не заблужусь». Она удовлетворенно улыбнулась, погладила его по руке, и вскоре они распрощались. Дело было к вечеру, а в больнице строгие правила. Когда он уже засыпал, в комнату вошла уборщица. Она начала тереть полы, громко шаркая и что-то бубня себе под нос.
Она была неинтересна Ивану, у него хватало своих мыслей, но что-то привлекло его в уборщице. Он перевел на нее взгляд и вздрогнул. «Ты?» «Что, милок?» Сухое беззубое лицо с бородавкой у губы повернулось к Ивану. «Перепутал меня с кем-то?» – спросила старуха. Иван ничего не ответил, он молча таращился на уборщицу и ощущал, как тело его холодеет от страха, неконтролируемого животного ужаса. Она расхохоталась своим трескучим пронзительным смехом, как обычно это делала, широко разинув рот. От души насмеявшись, взяла швабру и ведро и подошла к двери, обернулась и уставилась на Ивана долгим неподвижным совиным взглядом. Затем сжала челюсти и выдавила через беззубые десны. «В следующий раз не выпущу». После чего захлопнула дверь за собой с такой силой, что фрукты, принесенные женой, подпрыгнули на тумбочке, полетели на пол и раскатились по всей палате.